Всем привет! Все знают, что компания OnePlus недавно перешла в состав Oppo. И это, честно говоря, радует, ведь компания получила очень большую поддержку и может выпускать достаточно интересные гаджеты. И вот 11 января 2022 года мы увидели OnePlus 10 Pro. Данное устройство может похвастаться камерой Hasselblad второго поколения, более энергоэффективным экраном и поддержкой быстрой 80-ваттной зарядки. А сегодня очень известный источник опубликовал качественные изображения долгожданного смартфона OnePlus 10 Ultra. На данный момент это самый топовый смартфон данной компании. По внешнему виду стоит отметить, что новинка очень похожа на смартфон OnePlus 10 Pro. Также, что немаловажно, рендеры выполнены на основе схематических изображений из патентной заявки компании OnePlus. То есть можно сказать, что это официальное изображение данного смартфона. Главное новшество будет сосредоточено в блоке основной камеры. А если быть точнее, то в одном модуле. OnePlus 10 Ultra получит перископный модуль с 5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией, что является в наше время достаточно интересным решением. В то время OnePlus 10 Pro имеет обычный телеобъектив с фокусным расстоянием 77 мм, за счет которого и обеспечивается 3-кратный зум. Ну, не знаю. Напишите в комментариях, правильно ли сделала компания OnePlus, поменяв вот эти модули. Не знаю. И назвала смартфон Ultra. Два других модуля будут такими же, как у OnePlus 10 Pro, с датчиками разрешением 48 и 50 мегапикселей. Также сейчас известны практически все технические характеристики смартфона OnePlus 10 Ultra. И они, честно говоря, удивляют. Также есть интересные новшества. О них я сегодня вам и расскажу. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Первое новшество камеры OnePlus 10 Ultra является чипсет для обработки изображения Mari Silicon, который дебютирует, как мы знаем, в очень интересном смартфоне Oppo Find X5 Pro. Напоминаю, Mari Silicon — это первый чипсет собственной разработки компании Oppo для обработки изображений. Он изготовлен по 6-нанометровому техпроцессу и призван улучшить качество изображения на будущих смартфонах компании Oppo и OnePlus. Все дальнейшие флагманские телефоны будут оснащены данным чипсетом, что очень радует. Над камерой OnePlus 10 Ultra тоже колдуют авторитетные специалисты Hasselblad. Напоминаю, Hasselblad — это шведская компания, занимающаяся производством среднеформатных фотоаппаратов и фотографического оборудования. То есть эти ребята, можно сказать, знают толк и сделают действительно очень качественную камеру. А теперь о самом главном. Это, конечно же, цена. OnePlus 10 Ultra будет стоить в минимальной конфигурации $1000. На мой взгляд, достаточно неплохая цена. Давайте посмотрим основных конкурентов, которые сейчас есть на рынке. Я зайду на e-каталог и воспользуюсь подбором по параметрам. $1000. Это плюс-минус 75 тысяч рублей. Возьмем до 80. И мы знаем, что в этой конфигурации смартфон получил целых 8 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт своей флеш-памяти. 11 моделей. Это Samsung Galaxy S21, S21 Plus, Xiaomi Mi 11, Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Google Pixel 6, Samsung Galaxy Note 20, Xiaomi Mi 11 Ultra, Samsung Galaxy Z Flip 3, ну и пошли, можно сказать, уже старички. На мой взгляд, основной конкурент OnePlus 10 Ultra, как ни странно, это Xiaomi Mi 11 Ultra. Это достаточно интересный смартфон, который может вам предложить очень крутые технические характеристики. Как вы видите, минимальная стоимость 72, максимальная 75. Но e-каталог не делает никаких наценок. Вы просто видите все предложения и покупаете там, где вам удобно. Что немаловажно, есть отзывы реальных покупателей. Прочитав их, вы для себя что-то отметите. А если вдруг у вас остались вопросы, задавайте их в обсуждении, вам обязательно
ответят. Сначала e-каталог, потом магазин. Ссылка будет в описании под видео. Также стоит отметить, OnePlus 10 Ultra получит такой же экран, как у OnePlus 10 Pro, с панелью AMOLED, диагональю 6,7 дюйма, разрешением 3216 на 1440 пикселей. Экран выполнен по технологии LTPO. Это позволит нам наслаждаться динамической частотой обновления от минимальной 1 Гц до максимальной 120 Гц. Напоминаю, LTPO означает низкотемпературный поликристаллический оксид и относится к особому типу технологии, применяемой в OLED-дисплеях. А также смартфон является вторым в мире телефоном с постоянно включенным дисплеем с частотой 1 Гц. Есть подэкранный сканер отпечатков пальцев. Экран с поддержкой стандарта HDR10+ и технологии MEMC для улучшения плавности картинки. Кстати, он прикрыт прочным закаленным стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Сейчас на данный момент это самое прочное стекло в мире. Но есть минус в экране, а именно дисплей-водопад. Очень много людей не желают видеть в смартфоне изогнутые края экрана. Я понимаю их, ведь есть очень много минусов. А именно, повышенная хрупкость гаджета, высокая стоимость, сложности с чехлами и защитными стеклами, неудобства в управлении, неудобства в использовании, сомнительные дополнительные функции. И поверьте, я знаю, о чем говорю. Ведь основной мой смартфон на данный момент является Samsung Galaxy S8 Plus. Да, на 2022 год. Смартфон OnePlus 10 Ultra получит мощный процессор от компании Qualcomm, точно такой же, как и OnePlus 10 Pro, а именно Snapdragon 8 Gen 1. Мы получим трехкластерную архитектуру. Большое ядро Cortex X2 работает на частоте 3.0, 3 ядра Cortex A710 трудятся на частоте 2.5 и 4 малых ядра Cortex A510 на частоте 1,79 ГГц. В однопоточном режиме в Geekbench система набрала около 1200 баллов, а при использовании всех ядер результат составил 3900 баллов. Платформа получит графический процессор Adreno 730, а также процессор обработки изображений Spectra 680, что, на мой взгляд, является достаточно интересным решением в наше время. Но аккумулятор выступит емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной мощностью 50 Вт. Смартфон оснащен двухэлементной батареей. Напоминаю, это решение используется, поскольку оно позволяет зарядному устройству обеспечивать энергией обе батареи одновременно и быстрее, не загружая их слишком сильно. Также компания добавила чип шифрования к зарядному устройству и кабелю, а также 12 датчиков температуры в телефоне, то есть зарядное устройство никогда у вас не перегреется. В телефоне также будет установлена система отвода тепла, позволяющая поддерживать безопасную температуру аккумулятора. Ну что же, ребята, на мой взгляд, достаточно интересный смартфон, но очень мало новшеств. То есть практически мы получаем точно такой же смартфон, как OnePlus 10 Pro. Да, есть какой-то новый датчик в основной камере, да, есть какие-то незаметные изменения, но по факту, если взять в общем, мы получаем точно такой же смартфон, как OnePlus 10 Pro. Не знаю, как вы знаете, сейчас компания Samsung выпускает, например, Samsung Galaxy S21. Возьмем Ultra и возьмем просто, то это две большие разницы. Там намного круче железо, намного круче основная камера и так далее. То есть есть скачок. Тут мы не видим такого скачка, но все же некоторым людям нравится новый датчик, и они купят данный смартфон. Ну, цена $1000, если честно, если посмотреть на всех конкурентов, не такая завышенная. Ждем смартфон на обзор. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.